Глава 2111. Побег. После этого Хань Ли сцепил руки за спиной и молча ждал. Спустя всего несколько вдохов в далеком небе вспыхнули точки света. Пространственные колебания вспыхнули в нескольких сотнях футов, и шар розового света и облако черной ци появились одновременно. Среди розового света появилась гигантская цветочная проекция дерева, и показались Баахуа и Хэйе. Тем временем шар черной ци превратился в молодого человека в черной мантии, который был священным предком Юань-Янем. Как только они появились, они начали внимательно оценивать Хань Ли. Вскоре после этого в глазах Баахуа мелькнуло странное выражение, и она улыбнулась, когда сказала: «Трехдневный срок уже истекает, поэтому я беспокоилась, что с тобой что-то случилось. Но, похоже, мои опасения были напрасными. Я вижу, что ты получил огромную пользу от пруда очищения духа. Я думаю, что вы гораздо больше беспокоитесь о духовном лекарстве, которое у меня есть, чем обо мне», — ответил Хань Ли со спокойной улыбкой. «Есть ли разница? Если бы ты оказался в ловушке в пруду для очищения духа, то лекарство от духа было бы полностью вне моей досягаемости», — небрежно ответила Баахуа. «Хватит болтать. Ты вышел из пруда очищения духа, так что пришло время передать лекарство духа. Иначе мне придется отобрать его у тебя силой». Молодой человек в черной мантии угрожающе посмотрел на него. «Будьте уверены, я не собираюсь отказываться от своего обещания». Хань Ли улыбнулся, щелкнув рукой, чтобы достать пару нефритовых шкатулок, которые он без колебаний бросил паре дьявольских патриархов. И Баахуа, и Юань-Янь немедленно потянулись, чтобы взять свою нефритовую шкатулку в свои руки. Юань-Янь немедленно снял крышку со своей нефритовой шкатулки с необузданным волнением на лице. Выражение его волнения тут же сменилось выражением экстаза, когда он увидел в коробке спиртовое лекарство. Ха-ха. Я безуспешно пытался вырастить очищающую дьявольскую траву в течение десятков тысяч лет. Кто бы мог подумать, что я получу ее при таких обстоятельствах? Подожди. А это еще что такое? Ликующий смех Юань-Яня внезапно прекратился, когда на его лице появилось яростное выражение. Баахуа также только что проверила свое духовное лекарство своим духовным чутьем, и улыбка с ее лица также исчезла, когда она спросила леденящим кровь голосом: «Что это значит, уважаемый Даос Хань? Ты думал, что такие трюки смогут ускользнуть от нашего внимания?» Оба дьявольских патриарха немедленно начали оценивать Хань Ли с враждебностью в глазах. Хань Ли это совершенно не смутило, и он неторопливо сказал: «Прежде чем мы обсудим что-либо еще, позвольте мне спросить вас, являются ли спиртовые лекарства в коробках подлинными?» «Хм. Духовные лекарства действительно настоящие, но не говори мне, что ты их не подделывал», — холодно сказал Юань-Янь. «Я считаю, что ты должен объяснить нам, уважаемый Даос Хань. В противном случае мы не позволим тебе покинуть этот остров», — также вмешалась Баахуа с мрачным выражением лица. «Духовные лекарства настоящие, и я передал их вам, поэтому я выполнил свое первоначальное обещание», — спокойно продолжил Хань Ли. «Ну и что? Думаешь, ты сможешь выпутаться из этого, играя в эти словесные игры?» Священный предок Юань-Янь шагнул вперед с яростным выражением лица, из его тела вырвался взрыв удивительной зловещей ци, заставив все небо сильно задрожать. Два дьявольских лорда были на грани того, чтобы привести конфликт из словесной формы в реальное боевое столкновение. У меня нет намерения играть в какие-либо словесные игры. Я не ставил никаких сложных ограничений на два духовных лекарства, я оставил с ними только два временных пучка духовного смысла. Этот смысл рассеется сам по себе, и он никоим образом не повредит духовным лекарствам, спокойно ответил Хань Ли. Баахуа еще раз проверила свое духовное лекарство и обнаружила, что Хань Ли говорит правду, и выражение ее лица немного смягчилось, когда она спросила: «Но чего ты собираешься достичь, делая это? Я не могу позволить себе рисковать собственной жизнью и просто поверить, что вы позволите мне уйти после того, как я передам вам духовное лекарство. Поэтому мне пришлось прибегнуть к этому плану. Если я смогу безопасно покинуть это место, духовные лекарства, естественно, останутся совершенно невредимыми. Однако, если вы покажете какие-либо признаки нарушения своей части обещания, струйки духовного смысла немедленно сдетонируют. И тогда только небеса смогут решить, останутся ли тогда невредимыми ваши духовные лекарства», — ответил Хань Ли. «Ты смеешь мне угрожать?» Ярость Юань-Яня еще больше усилилась, когда он услышал это. «Я бы не осмелился сделать это, я только преследую свои собственные интересы. Как только я выйду из моря молний, клочья духовного смысла немедленно рассеются. Будьте уверены, я не взорву их, чтобы навредить духовным лекарствам назло вам, так как в этом случае я получу только двух могущественных заклятых врагов. Я отлично понимаю, что это не принесет мне никакой пользы», — спокойно ответил Хань Ли. «Хм, ты думаешь, что простое прикосновение твоего духовного чувства может разрушить эти духовные лекарства?
Это необычайно редкие духовные лекарства, которые даже летающие мечи с трудом могут повредить, холодно хмыкнула Баахуа. Возможно, это так, но держу пари, что ни один из вас не посмеет пойти на такой риск. Кроме того, вы думаете, что клочки духовного смысла, которые я оставил с этими духовными лекарствами, являются просто нормальным духовным смыслом? Хань Ли ответил многозначительной улыбкой. Выражение лица Баахуа и Юань-Яня слегка изменилось, когда они услышали это. К удивлению Хань Ли, разъяренный Юань-Янь внезапно вернулся к спокойному выражению и сказал холодным голосом. «Молодец. Давно со мной такого не было. Надо же. Прошло почти 100 тысяч лет с тех пор, как мои руки и ноги были связаны вот так. Но если ты осмелишься хоть немного навредить этой дьявольской очищающей траве, я покажу тебе, каково это желать, чтобы ты никогда не рождался». Хань Ли был весьма поражен актерским мастерством Юань-Яня, но выражение его лица не изменилось, когда он повернулся к Баахуа, чтобы услышать ее вердикт. «Я тоже согласна с этим. Как ты и сказал, я бы не рискнула повредить это духовное лекарство. Но если этот пучок духовного смысла все еще не рассеется после того, как ты покинешь море молнии, тогда не вини меня в том, что я приду за тобой», — бесстрастно сказала Баахуа. «Хорошо, тогда я ухожу», — сказал Ханли, сложив кулак в прощальном приветствии, а затем сразу же улетел в виде полосы лазурного света. Всего через несколько вспышек он исчез вдали, оставив троицу дьявольских существ позади. «Госпожа Баахуа, мне следовать за ним?» — осторожно спросил Хэйе. «В этом нет необходимости. Уровень духовного чутья этого человека почти сравним с моим и с уровнем уважаемого даоса Юань-Яня. Так что ты никак не сможешь обмануть его своими техниками сокрытия», — ответила Баахуа, покачав головой. «Когда ты успела стать такой трусихой?» — сказал молодой человек в черной мантии, пренебрежительно закатив глаза. «Почему бы тогда тебе самому не пойти дальше и не последовать за ним?» «Я буду вечно восхищаться тобой», — холодно ответила Баахуа. «Хм. Дело в том, что моего самого доверенного подчиненного сейчас нет рядом со мной. Иначе я бы ни за что не позволил ему уйти так легко», — выплюнул молодой человек в черной мантии сквозь стиснутые зубы. «Ты говоришь об этой Инча, верно? Так ты говоришь, что осмелился бы рискнуть, если бы она была здесь?» — спросила Баахуа, когда в ее глазах мелькнул насмешливый взгляд. «Ты права, я бы все равно не осмелился рисковать, когда на карту поставлена очищающая дьявольская трава», — уступил молодой человек в черной мантии с кривой улыбкой. «То же самое касается и меня. Он решил, что мы ни за что не осмелимся играть с этими духовными лекарствами, поэтому он так уверен в своем плане», — ответила Баахуа. Молодой человек в черной мантии кивнул в ответ, прежде чем на его лице появилось скептическое выражение. «У меня нет проблем с тем, чтобы позволить ему уйти, но нет никаких проблем с духовным чувством, которое он оставил после этих духовных лекарств, верно?» «Что? Ты обнаружил что-то неладное?» Тут же вскинулась Баахуа. «Нет. Если бы я знал, я бы не позволил ему уйти», — ответил Юань-Янь после недолгого колебания. «Я тоже ничего не обнаружила. Поскольку никто из нас ничего не обнаружил, я уверена, что в этих клочьях духовного смысла нет ничего особенного. Давай просто подождем, пока он не покинет море молний», — вздохнула Баахуа. Однако Юань-Янь, казалось, все еще не хотел сдаваться, и он внезапно спросил. «С твоими способностями, насколько ты уверена в своей способности удалить клочок духовного смысла?» «Я до сих пор не полностью восстановила свою магическую силу. Но если это всего лишь обычная струйка духовного смысла, то есть примерно 60% вероятности, что я смогу уничтожить ее до того, как она сама взорвется», — с грустью ответила Баахуа. «Ты сам отлично понимаешь, что это немного. С такими шансами не стоит рисковать в опасной игре и жертвовать тем, что для тебя имеет столь высокую ценность». «Да. Должен с этим согласиться. Для меня шанс составляет чуть более 80%, но я все равно не посмею рисковать», — смиренно вздохнул Юань-Янь. Баахуа улыбнулась в ответ, но как только она собиралась сказать что-то еще, пожилой голос раздался в их ушах. «Хм. Ну, раз уж ни один из вас не осмеливается рискнуть, тогда позвольте мне сделать это вместо вас. И тогда я буду принимать все остальные его духовные лекарства. Этот голос принадлежит Нипану». Баахуа и Юань-Янь воскликнули в унисон, услышав это. Глава 2112. Повторное столкновение с фальшивым бессмертным эликсиром. В следующее мгновение пожилой голос резко оборвался. «Я должен был знать, что он придет сюда, чтобы посмотреть», — хрипло сказал священный предок Юань-Янь с мрачным выражением лица. «Разве Нипан в настоящее время не впадал в спячку, чтобы оправиться от травм? В таком случае это, должно быть, был один из 3 его клонов. Интересно,
Как долго он здесь? Размышлял вслух Баахуа. Он, скорее всего, только что прибыл. Иначе он никак не смог бы скрыться от нас. Он явно позарился на духовное лекарство, с гневом сказал Юань-Янь, яростно нахмурив брови. Пока мы не преследуем его лично, я уверена, что он не сделал бы такой глупости. Но будет трудно сказать, окажется ли он в опасности для жизни. Неудивительно, если он сделает что-нибудь безумное, когда окажется на грани смерти, ответила Баахуа. Не может быть, чтобы клон Нипана представлял реальную угрозу для его жизни. Даже если он не сможет победить клона в бою, он определенно сможет уйти, сказал Юань-Янь, и его выражение лица немного просветлело. Я бы не была так в этом уверена. Не забывай, что среди 3 дьявольских патриархов Нипан тот, кто больше всех затаил обиду на царство духов. Много лет назад его спутник был убит мастером Великого Вознесения. Эта сцена произошла во время пребывания в царстве духов во время прошлого священного жертвоприношения, сказала Баахуа, покачав головой. Я, естественно, знаю об этом. Но его настоящее тело сейчас находится в спячке. Если все 3 его клона не объединят свои силы, он не сможет ничего сделать с этим человеческим отродьем, с насмешкой ответил Юань-Янь и махнул рукой самым небрежным образом. Похоже, ты до сих пор не знаешь об этом. Нипан действительно хорошо хранит секреты, сказала Баахуа, и в ее глазах мелькнуло странное выражение. Что ты имеешь в виду? Спросил Юань-Янь, когда выражение его лица слегка помрачнело. Много лет назад Нипан и я однажды объединили свои силы, чтобы убить мастера Великого Вознесения, существо из другого мира, и мы получили от него много сокровищ. Среди этих сокровищ были 2 капли разбавленного эликсира небесной удачи. Но они были гораздо больше и эффективнее, чем капля, которой владел дух-монарх, и они были всего в 3 раза более разбавлены, чем эликсир небесной удачи. Мы разделили 2 капли между собой, и я уже израсходовала свою каплю. Но Нипан все еще хранил свою каплю. Так что он, скорее всего, сохранил ее до этого момента, объяснила Баахуа. Значит, это фальшивый эликсир бессмертия, который всего в 3 раза более разбавлен, чем эликсир небесной удачи? Юань-Янь был ошеломлен, услышав это. Правильно. С каплей фальшивого бессмертного эликсира такого уровня чистоты, я уверена, ты знаешь, что Нипан собирается сделать, чтобы убить это ханьское отродье, равнодушно сказала Баахуа. Ты говоришь, что Нипан собирается разбудить эту штуку? Это, конечно, возможно. Несмотря на то, что он не был свидетелем того человеческого отродья в бою, тот факт, что он смог войти в пруд очищения духа, несмотря на наше присутствие, является достаточным доказательством уровня его силы, сказал Юань-Янь, выражение его лица слегка потемнело. Мы с тобой оба знаем, что помимо причины, по которой мы уступили этому ханьскому отродью, главная причина, по которой мы не уничтожили остров горьких духов, заключается в том, что мы опасаемся этой штуки. Есть только несколько типов легендарных сокровищ, которые можно использовать для пробуждения этой фальшивой бессмертной марионетки, и эликсир небесной удачи оказался одним из самых эффективных. Капли фальшивого эликсира бессмертия, эффективность которого в 3 раза меньше, будет достаточно, чтобы произвести 2 атаки, сказала Баахуа. 2 атаки. Эта штука не ограничена мировым происхождением ци в этой области. Если этот человеческий сопляк не использует свое глубокое небесное сокровище, чтобы защитить себя, одной атаки будет более чем достаточно, чтобы убить его. Воскликнул молодой человек в черной мантии. Кажется, ты очень беспокоишься о нем, с улыбкой заметила Баахуа. Хм. Ты говоришь так, будто тебя это не волнует. Что, если он перед смертью взорвет наше духовное лекарство? Рявкнул Юань-Янь. Если эта штука действительно пробудится, как ты думаешь, у Хань ли будет время подумать о том, чтобы взорвать свое духовное чувство? Он будет слишком занят, думая о том, как спасти свою жизнь. Думаю, наши духовные лекарства даже не придут ему в голову. И если ему удастся выжить, используя свое глубокое небесное сокровище, у него не будет причин уничтожать наши духовные лекарства. Поэтому все, что нам нужно сделать, это подождать здесь, уверенно сказала Баахуа. Молодой человек в черном на мгновение задумался, прежде чем кивнуть в ответ. Должен признать, что твои доводы весьма разумны. Хань Ли быстро летел через море молний, его 72 маленьких лазурных меча летали вокруг него, дуги золотых молний пробегали по его телу, а 2 его крайние горы защищали его сверху, как пара гигантских зонтиков. Несмотря на то, что рядом с ним не было его товарищей, он выходил из моря молний почти в 2 раза быстрее, чем входил в него. И это, естественно, было результатом того, что каждый скрывал свои истинные силы, входя в море молний. Кроме того, после того, как он полностью преобразился в пруду очищения духа, его физическое тело стало достаточно сильным, чтобы какое-то время противостоять воздействию этого моря молний. Через некоторое время на лице Хань Ли появился намек на восторг. Край моря молний был недалеко,
и он глубоко вздохнул, ускорившись, чтобы вылететь за пределы моря молний, но именно в этот момент грохочущие раскаты грома вокруг него внезапно прекратились, и бесчисленные разряды молний, что обрушивались на него сверху, резко прекратились. Внезапно сверху перестали сыпаться молнии, но ужасающая аура исходила от темных облаков наверху вместе с огромным пространством мерцающих серебряных молний. Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, когда он увидел это, и он сразу же остановился, прежде чем посмотреть на серебряный свет с осторожным выражением лица. Синий свет вспыхнул в его глазах, и всего через несколько вдохов серебряная молния наверху погасла, и появилось гигантское существо. Существо было мерцающего золотого цвета, и по всему его телу пробегали дуги молний. Это был никто иной, как этот золотой краб. В настоящее время на одной из гигантских клешней золотого краба стоял мужчина средних лет в золотой мантии. У этого мужчины средних лет также была золотая кожа и пара глубоко посаженных зеленых глаз, которые придавали ему зловещий вид. Хань Ли обратил свое духовное чувство к мужчине средних лет, только чтобы обнаружить, что он не может определить его точную базу совершенствования, и это сделало его еще более настороженным в отношении сложившейся ситуации. Либо мужчина средних лет обладал базой совершенствования, которая намного превосходила его, либо он использовал особую секретную технику или сокровище, чтобы скрыть свою базу совершенствования. В любом случае, это были определенно плохие новости для Хань Ли. Однако он чувствовал, что Баохуа и Юань-Янь все еще находились на острове Горького Духа, поэтому он не слишком боялся и просто молча оценивал мужчину средних лет. «Ты существо из царства духов?» — холодно спросил человек в золотой мантии. «Да». «Могу я спросить, кто вы?» — спокойно спросил Хань Ли. «Все существа духовного царства заслуживают смерти, и ты не исключение», — сказал человек в золотой мантии, когда злобный свет вспыхнул в его глазах. «Что вы имеете в виду?» — спросил Хань Ли, слегка нахмурив брови. Однако человек в золотой мантии не собирался ничего объяснять Хань Ли. Вместо этого он внезапно перевернул руку, чтобы достать маленький золотой пузырек, прежде чем перевернуть его вверх дном. В следующее мгновение из него вытекла капля зеленой жидкости, прежде чем исчезнуть в гигантской клешне золотого краба. «Небесный эликсир удачи!» — воскликнул Хань Ли, когда его зрачки резко сузились. «Значит, ты тоже знаешь об этом эликсире», — сказал человек в золотой мантии слегка ошеломленным тоном. Именно в этот момент дуги молний, бегущие по телу гигантского золотого краба, внезапно исчезли, и в то же время над его телом мгновенно появилось бесчисленное количество мерцающих золотых рун. Он также открыл свои гигантские глаза, показывая, что они тоже мерцают золотым цветом. «На этот раз ты предложил мне кое-что очень хорошее, Нипан. Я могу оказать тебе свою помощь за подношение, которое ты сделал», — сказал гигантский золотой краб ракочущим голосом, и это казалось чрезвычайно разумным. Хань Ли был ошеломлен, увидев это, но прежде чем он смог должным образом оценить ситуацию, человек в золотой мантии ткнул в него пальцем и сказал: «Убей это отродье из царства духов». «Хорошо, но за эликсир, который ты мне предложил, я буду атаковать его только дважды, независимо от того, убью ли я его успешно или нет. Ты все еще хочешь пройти через это?» — спросил золотой краб, устремив взгляд на Хань Ли, которого тут же поразило леденящее кровь ощущение. «Ха-ха, вперед! С твоими способностями двух атак достаточно, чтобы убить даже среднее существо уровня Великого Вознесения». Хихикнул в ответ мужчина средних лет. «Ладно», — равнодушно согласился гигантский золотой краб. Золотой краб поднял одну из своих гигантских клешней, которая превратилась в пару гигантских золотых ножниц длиной более 1000 футов, прежде чем метнуться к Хань Ли. Золотой свет вспыхнул с обеих сторон тела Хань Ли, и ужасающие золотые клешни появились без всякого предупреждения, и тут же они были злобно сомкнуты. Глава 2113. Мощь священного краба. Хань Ли знал, что золотой краб определенно будет чрезвычайно мощным, но он не думал, что его атака будет такой быстрой и устрашающей. Золотые клешни достигли его, не испуская никаких пространственных колебаний, так что уклониться было невозможно. С устрашающей силой, которую продемонстрировали золотые клешни, никакое защитное сокровище не имело бы шансов против него. В этой ужасной ситуации Хань Ли немедленно издал громкий крик, когда он поднял руку, в которой был запечатан меч удара глубокого небесного духа. Темно-зеленые руны хлынули на его кожу, когда его рука превратилась в меч и рассекла воздух, выпуская огромную проекцию зеленого меча. В то же время Хань Ли перевернул другую руку, и его кожа мгновенно приобрела пурпурно-золотистый цвет. Он растопырил пальцы, и вспышка пятицветного ледяного пламени вырвалась наружу, образовав перед ним пятицветный ледяной щит. Одновременно с этим из его тела вырвался серый свет, так как свет божественной сущности также образовал вокруг него световой барьер. После этого он быстро открыл рот, чтобы выпустить шар серебряного пламени, который выстрелил в сторону приближающейся атаки.
Раздался оглушительный грохот, за которым последовал громкий треск. Золотой свет с одной стороны смог пробить проекцию лазурного меча, но был отражен рукой, покрытой зелеными духовными символами, в то время как сама рука осталась совершенно невредимой. Тем не менее, золотой свет на другой стороне смог с легкостью прорезать пятицветный ледяной щит и барьер серого света. Он был немного замедлен серебряным огненным шаром, но затем в мгновение ока достиг Хань Ли и разорвал защитный духовный свет вокруг него, как будто его даже не существовало. Две половины тела Хань Ли рухнули с небес, и золотой свет хлынул вперед, разорвав их на куски крови и плоти, которые сыпались сверху. Человек в золотой мантии тут же разразился хриплым смехом. «Ха-ха. Я думал, что ты сможешь устроить достойный бой, но в тебе нет ничего особенного. Подумать только, что Баохуа и Юань-Янь были вынуждены подчиниться тебе. Они определенно стали бесполезными за время моего отсутствия». Прямо в этот момент золотой краб сказал что-то, что немедленно оборвало смех человека в золотой мантии. Первая атака не смогла убить цель, теперь вторая атака. Как только голос стих, гигантский золотой краб одновременно поднял вверх две свои огромные клешни. Слои золотых рун затем вырвались из его тела в безумии, прежде чем образовать гигантский шар рун диаметром более 1000 футов. Масса шара была поразительной, и он сиял мерцающим золотым светом. Внезапно пространственные колебания вспыхнули на расстоянии более 1000 футов, и появилась гуманоидная фигура в лазурных одеждах. Это был никто иной, как Хань Ли, и его лицо побледнело, когда он бросил взгляд на золотой шар рун. Человек в золотой мантии слегка запнулся, увидев это, прежде чем сразу понял, что произошло. «Значит, у тебя есть сокровище, которое могло умереть вместо тебя? Ты счастливый негодяй. Но следующая атака все равно положит конец твоей жизни». Хань Ли полностью проигнорировал злорадство человека в золотой мантии и продолжал с мрачным выражением лица оценивать золотой шар рун. Несмотря на то, что ему удалось выдержать половину первой атаки своим мечом удара глубокого небесного духа, другая половина атаки смогла с легкостью пробить его защиту. И если бы он не использовал свою эссенцию крови, чтобы активировать эту марионетку замещения преодоления страданий, очищенную из кровавого древесины плачущего духа, он был бы, по крайней мере, серьезно ранен, если не убит на месте этой атакой. Этот золотой шар рун, созданный золотым крабом, был явно более мощным, чем его первая атака, поэтому Хань Ли не было другого выбора, кроме как использовать свои самые мощные спасательные техники. Он издал низкий рев, сложив ручную печать, и его тело резко увеличилось в размерах. В мгновение эка он превратился в золотую обезьяну высотой более 1000 футов, и в то же время его проекция происхождения истинного дьявола появилась позади него во вспышке золотого света. Затем он положил руку на макушку своей головы, и появилась золотая зарождающаяся душа ростом около полуфута. Зарождающаяся душа с мрачным выражением лица произнесла заклинание, после чего среди вспышки мерцающего света появилось несколько истинных духовных проекций. Все проекции, в том числе проекция происхождения истинного дьявола, поднялись в воздух, прежде чем соединиться с зарождающейся душой. Яркий золотой свет вспыхнул на фоне оглушительного грохота, и гигантская обезьяна мгновенно начала уменьшаться, превращаясь в высокую и широкую гуманоидную фигуру, которая была примерно того же роста, что и средний взрослый человек. Все тело гуманоидной фигуры было мерцающего золотого цвета, а вся его кожа была покрыта слоем золотой чешуи. На его голове был единственный лазурный рог, а на глобелле чернильно-черный демонический глаз. Это все еще был Хань Ли, но в этой форме он выглядел очень тревожно, а в его глазах постоянно вспыхивал яркий голубовато-золотистый свет. В следующее мгновение на его плече во вспышке золотого света появилась еще одна золотая голова, и это сопровождалось парой мерцающих золотых рук, выросших из-под его ребер. Он претерпел вторую трансформацию Нирваны, чтобы принять чрезвычайно устрашающую форму дьявола. Телосложение святой Нирваны. Недоверчиво воскликнул человек в золотых одеждах, увидев это. К тому времени, когда он прибыл на остров Горького Духа, Хань Ли уже вошел в пруд очищения духа, поэтому он понятия не имел, что Хань Ли также культивировал телосложение святой Нирваны. Вдобавок ко всему, он даже был способен пройти вторую трансформацию Нирваны, и это, естественно, было весьма удивительно для клона Ниппана. Однако гигантский золотой краб не обратил внимания ни на одного из них и начал свою атаку. Он резко свел две свои гигантские клешни вместе, чтобы сжать гигантский шар рун, а затем с разрушительной силой швырнул его в Хань Ли. Две головы Хань Ли холодно усмехнулись в унисон, когда он поднял свою темно-зеленую руку, и в следующее мгновение бесчисленные темно-зеленые руны вырвались из его руки, прежде чем образовать проекцию темно-зеленого меча. Рукоять меча была всего около фута в длину, и Хань Ли схватился за нее, прежде чем без колебаний ударить им по золотому шару рун. Из-за базы совершенствования и нехватки времени Хань Ли все еще не мог раскрыть истинную силу меча удара глубокого небесного духа, но эта проекция меча все еще была намного мощнее, чем обычное сокровище божественного духа.
Все небо в радиусе нескольких десятков километров немедленно потускнело, и бесчисленные пятицветные шары света, образованные мировым источником ЦИ, появились в окрестностях, прежде чем в бешенстве устремились к проекции меча. Полоса меча ЦИ, выпущенная проекцией меча, изначально имела длину чуть более сотни футов, но с этим притоком ЦИ мирового происхождения она увеличилась до более чем 1000 футов в длину, когда над ее поверхностью появились дуги сверкающих золотых молний. В тот момент, когда гигантский шар рун соприкоснулся с массивной полосой меча ЦИ, на его поверхности появилось более 1000 огромных рунических выступов, каждый из которых переливался золотым светом и быстро вращался, непрерывно вспыхивая. Раздался сокрушительный грохот, и зеленый и золотой свет взорвался между Хань Ли и золотым крабом, посылая мощные ударные волны во все стороны. Одна половина неба была окрашена мечом ЦИ в зеленый цвет, а другая половина светилась золотым сиянием. Столкновение между ними длилось всего несколько вдохов, прежде чем золотые рунические проекции на золотой половине неба сошлись, чтобы сформировать вокруг дюжины гористых золотых рунических проекций, которые с разрушительной силой обрушились на зеленую половину неба. С каждым столкновением исчезала одна из гигантских рунических проекций, но эти проекции были наделены силой законов, и после 8 столкновений зеленая половина неба полностью рассыпалась. Выражение лица Хань Ли резко изменилось, когда он увидел это, и он убрал проекцию темно-зеленого меча в руке, прежде чем ударить всеми 4 руками одновременно. Мгновенно появились 4 золотых проекции ладони размером в несколько десятков футов каждая, прежде чем они двинулись вперед в унисон, и разбитые фрагменты обширного пространства зеленого света снова слились воедино, едва удерживая золотой свет на расстоянии. Тем не менее, зеленый свет смог удержаться вместе только на короткое время, прежде чем прибыли остальные гигантские рунические проекции, и 4 золотых проекции ладоней также были мгновенно уничтожены. К счастью, этой доли секунды задержки было достаточно, чтобы Хань Ли превратился в четырехкрылую гигантскую птицу, которая исчезла на месте, как нить золотого и серебряного света в мгновение ока. В следующее мгновение огромное пространство золотого света пронеслось через то место, где раньше стоял Хань Ли, а затем быстро продолжило движение вдаль. В мгновение обширное пространство заполнилось мерцающим золотым светом, но это продолжалось недолго, прежде чем гигантский золотой краб открыл свою пасть, чтобы втянуть обратно весь золотой свет, после чего небо вернулось в норму. Тем временем человек в золотой мантии парил в воздухе над золотым крабом, быстро сканируя взглядом окрестности. Глава 2114. Разворот. Внезапно вдалеке вспыхнули пространственные колебания, и человекоподобная фигура возникла из ниоткуда. Это был никто иной, как Хань Ли, который уже уничтожил свое телосложение святой нирваны. В этот момент его лицо было совершенно бесцветным, а его лазурные одежды были обугленными черными лохмотьями, которые жалко свисали с его тела. Темно-зеленые узоры на руке, в которой был запечатан меч удара глубокого небесного духа, полностью исчезли, но бледно-зеленый след от меча на его коже все еще был гораздо более заметен, чем обычно. Вдобавок ко всему, его аура значительно уменьшилась, что ясно указывало на то, что ему пришлось потратить много энергии, чтобы выдержать эту последнюю атаку. Злобное выражение немедленно вернулось на лицо человека в золотой мантии, и он сжал кулаки, прежде чем внезапно исчезнуть на месте. Что касается гигантского золотого краба, то он не сразу же впал в спячку после второй атаки, а просто завис в воздухе совершенно неподвижно, не проявляя никакого намерения снова атаковать. Хань Ли едва мог держаться на ногах, но ему все же удалось обнаружить, что делает человек в золотой мантии, и он сразу же превратился в пятицветного феникса длиной около 10 футов. Феникс взмахнул крыльями, и пятицветный свет вырвался из его тела в безумии, когда он исчез в воздухе. В следующее мгновение 2 массивные черные дьявольские руки появились вокруг того места, где только что был Феникс, и руки яростно хлопнули друг о друга, заставив все пространство площади около акра сотрясаться и яростно скручиваться. Сразу после этого неподалеку появилась фигура, похожая на демона, высотой более 300 футов посреди взрыва черной ци. Это был никто иной, как человек в золотых одеждах, подвергшийся дьявольской трансформации. Мало того, что его тело раздулось в несколько десятков раз от своего первоначального размера, по всей его коже появились черные чешуйки, а на голове появился единственный лазуревый рог. Его внешний вид и аура были очень похожи на то, когда Хань Ли развязал свою первую трансформацию нирваны. Человек в золотой мантии, казалось, был довольно удивлен тем, что Хань Ли удалось уклониться от его атаки. Он тут же холодно хмыкнул и сказал: «Я не думал, что у тебя все еще достаточно сил, чтобы бежать через пространство. Тебе даже пришлось положиться на это превращение в Феникса. Я все еще должен похвалить тебя за это». Как только его голос затих, Хань Ли появился среди вспышки пятицветного света над золотым крабом, а затем вернулся в свою человеческую форму. Однако после этой трансформации его аура снова немного ослабла. В его глазах появилось странное выражение, когда он оценил человека в золотой мантии, а затем сказал спокойным голосом: «Судя по звукам, ты должен быть могущественным существом, стоящим на самой вершине царства старших дьяволов». Да, я говорю о дьявольских патриархах.
Я еще не встречал Лю Цзи и Нипана. Я слышал, что Лю Цзи — женщина, а Нипан — единственный, кто достиг полного мастерства священного телосложения нирваны. Таким образом, ваша личность совершенно очевидна. Тем не менее, вы лишь немного сильнее, чем на поздней стадии интеграции тела, поэтому я предполагаю, что вы всего лишь клон. И я не думал, что кто-то, кроме меня, сможет развить телосложение святой нирваны до второй трансформации нирваны, особенно только на стадии интеграции тела. Однако ты уже был тяжело ранен после того, как выдержал 2 атаки от священного золотого краба, так что ты никак не сможешь убежать от меня. Сдавайся, и я дарую тебе безболезненную смерть, холодно хмыкнул человек в золотых одеждах. Сразу после этого из его тела вырвалось огромное пространство черного света, которое снова начало расширяться с невероятной скоростью. В мгновение ока он вырос до более чем 1000 футов в высоту, и дьявольская ци, извергающаяся из его тела, устремилась прямо в небеса. Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, когда он сделал хватательное движение, после чего в его руке появился черный браслет. Это было не что иное, как браслет духовного зверя, наполненный пурпурно-полосатыми золотыми жуками-пожирателями. Духовное чувство Хань Ли в настоящее время было таким же сильным, как и прежде, поэтому он мог контролировать своих пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей. Вдобавок ко всему, у него все еще было золотое тело, тело духа и леопардовый зверь Кирин в рукаве. Так что у него все еще был бы хороший шанс против этого клона священного предка Нипана даже после того, как он развязал свое телосложение святой нирваны. Таким образом, Хань Ли был все еще довольно спокоен. Однако ему внезапно пришла в голову мысль, и он на мгновение остановился, прежде чем спросить золотого краба. Священный предок Нипан смог заставить вас атаковать дважды, предложив вам этот фальшивый эликсир бессмертия. Могу ли я тоже что-то предложить вам в обмен на вашу помощь? Конечно. Кто бы ты ни был, пока ты можешь предложить мне что-то, в чем я нуждаюсь, я буду готов помочь тебе, тут же ответил золотой краб. Хан Ли был в восторге, услышав это. Несмотря на то, что он все еще очень скептически относился к тому, что зеленая жидкость, производимая таинственным маленьким флаконом, была эликсиром небесной удачи, в этой ситуации попробовать его определенно не повредит. Однако, прежде чем он успел что-либо сделать, человек в золотой мантии внезапно снова разразился хриплым смехом. Ха-ха. Продолжай мечтать, сопляк. Как у тебя может быть что-то, что требуется священному золотому крабу? Я прикончу твою жизнь, чтобы избавить тебя от разочарования от отказа. Сразу после этого человек в золотой мантии взмахнул массивным рукавом в сторону Хань Ли, и внутри его рукава вспыхнул черный свет, после чего вспышка густого черного света в форме острого шипа появилась более чем в 100 футов от Хань Ли. Это было весьма красноречивое предупреждение. Глаза Хань Ли слегка сузились, и, вместо того, чтобы уклоняться, он призвал свое золотое тело во вспышке золотого света, и оно одновременно устремилось к приближающемуся шипу своими 6 руками. Раздался оглушительный грохот, когда шар пронзительного золотого света взорвался перед золотым телом, посылая во все стороны мощные ударные волны. 6 рук золотого тела задрожали, прежде чем разбиться все разом, но вспышка черного света также была отражена. Синий свет вспыхнул в глазах Хань Ли, и он смог идентифицировать снаряд как небольшой участок чернильно-черного когтя длиной около фута. Как только коготь был отброшен, он снова начал мчаться к Хань Ли. Вспыхнул золотой свет, и 6 рук золотого тела мгновенно регенерировали, прежде чем оно выпустило серию золотых кулаков. Стремительные проекции кулаков образовали золотой барьер, который удерживал черный коготь на расстоянии, не позволяя ему приблизиться к Хань Ли. Человек в золотой мантии был несколько удивлен, увидев это, но выражение его лица мгновенно помрачнело, когда он снова провел рукавом по воздуху, чтобы высвободить еще больше когтей. Воспользовавшись этой возможностью, Хань Ли поднял руку и закричал: «Это мое предложение». Сразу после этого он потянулся к своей груди, прежде чем отдернуть руку как молния. На кончике его пальца появилась капля зеленой жидкости, и он тут же стряхнул ее вниз в виде шара зеленого света. Золотой краб сфокусировал взгляд на капле зеленой жидкости и сразу же открыл рот, чтобы выпустить всплеск золотого света, который мгновенно втянул каплю жидкости в свою пасть. Как только гигантский золотой краб попробовал каплю жидкости, его глаза резко расширились. В этот момент другие черные когти также достигли Хань Ли и устремились к нему, как серия летающих мечей. Тем не менее, Хань Ли немедленно освободил свое духовное тело после того, как стряхнул эту каплю зеленой жидкости вниз, и духовное тело объединило свои силы с золотым телом, чтобы удержать когти на расстоянии, но все же он явно был вынужден отступить на шаг назад. Тем временем человек в золотой мантии перевернул руку, чтобы достать гигантский белый костяной флаг с бесчисленными черепами, встроенными в его поверхность. Хань Ли не знал, каким дьявольским сокровищем был этот флаг, но он определенно не хотел его проверять. Он не знал, сможет ли таинственная зеленая жидкость удовлетворить потребности священного золотого краба, но тут же закричал: «Помогите мне убить этого клона!»
В следующее мгновение гигантский золотой краб дал ответ, который позволил Хань Ли вздохнуть с облегчением. Подношение, которое вы мне сделали, можно обменять на 3 атаки с моей стороны. Это первая атака. Говоря это, золотой краб неторопливо сложил 2 свои гигантские клешни. Человек в золотой мантии был ошеломлен, услышав это, и сразу же начал паниковать при виде того, что делает гигантский золотой краб. Он несколько раз был свидетелем силы золотого краба и знал, что она определенно слишком страшна, чтобы его простой клон мог противостоять такой атаке. Таким образом, выражение его лица резко изменилось, когда он бросил свой гигантский флаг вперед, затем топнул ногой в воздухе, прежде чем ринуться назад в виде порыва черного ветра. Почти сразу же, как он это сделал, 4 массивные полосы золотого света появились по обе стороны от костяного флага, а затем разрезали его на несколько частей с громким треском. Это вторая атака. Голос гигантского золотого краба был по-прежнему безразличен, когда он открыл пасть, чтобы извергнуть столб золотого света. Столб света был толщиной с резервуар для воды, и его скорость была практически неописуема в глазах Хань Ли. Он мгновенно достиг фигуры в золотой мантии, а затем прошел сквозь его тело прежде, чем он успел даже начать реагировать. Глава 2115 Дао Се. Человек в золотой мантии мучительно взвыл, когда в его животе образовалась массивная дыра, но такой раны все же было недостаточно, чтобы убить его. Его лицо было искажено агонией, но он сразу же сложил ладонь, прежде чем прижать руку к ране. Еще до того, как его рука коснулась его собственного тела, из его ладони начала исходить вспышка черной ци, что ясно указывало на то, что он планировал заняться самолечением. Однако в следующее мгновение внутри раны внезапно появилось бесчисленное количество пятнышек золотого света, и человек в золотой мантии издал громоподобный рев отчаяния, увидев это. Но было уже слишком поздно. Пятнышки света мгновенно превратились в золотые нити, а затем разлетелись во все стороны. В мгновение эка в теле человека в золотых одеждах было пробито бесчисленное количество дыр, после чего он рассыпался на бесчисленные клочки плоти и крови, падавшие с небес. Силы золотого краба были поистине непостижимы. Он с легкостью убил клона Непана, даже не используя 3-ю атаку. Даже зарождающейся душе клона не удалось избежать разрушительных золотых нитей. Хань Ли освободил свое духовное чувство, когда голубой свет вспыхнул в его глазах, и он глубоко вздохнул с облегчением, убедившись, что ни один фрагмент души клона не ускользнул. Затем он бросил взгляд на гигантского золотого краба, когда на его лице появилось нерешительное выражение. «Я уже развязал 2 атаки, и я все еще должен вам 1 атаку. Если вам это не нужно сейчас, вы можете вернуться ко мне позже. Однако я могу только оставаться здесь, так что вам придется выманить ваших врагов сюда, прежде чем я смогу напасть на них», — равнодушным голосом сказал золотой краб, когда золотой свет, исходящий от его тела, слегка потускнел. Хан Ли слегка запнулся, услышав это, прежде чем спросить: «Почему вы не можете покинуть это место? Без достаточной бессмертной духовной силы я не смогу много двигаться, прежде чем у меня закончится энергия», — объяснил золотой краб. Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, когда он услышал это. «Что вы имеете в виду, когда говорите о бессмертной духовной силе?» «Я имею в виду энергию неба и земли, заключенную в ваших подношениях. Я согласен оказывать помощь только тем, кто может предложить мне вещи, содержащие этот тип силы. Я марионетка, поэтому каждое мое движение тратит бессмертную духовную силу. Таким образом, я храню половину бессмертной духовной силы в подношениях, которые я получаю в качестве компенсации», — ответил гигантский золотой краб. Внезапно Хань Ли пришла в голову мысль, и он спросил: «Понятно. Вы фальшивая бессмертная марионетка. Я вижу, что вы достигли разума, поэтому с моей стороны было бы правильно называть вас уважаемым даосом. Могу я спросить, как долго эта капля жидкости небесной удачи, которую я дал вам, сможет подпитывать вас?» «Да, я фальшивая бессмертная марионетка, которая была очищена в высшем мире, и я попала в этот мир из-за несчастного случая. Мой бывший хозяин погиб во время этого несчастного случая, и через много лет я смог обрести намек на автономную духовную природу. Эликсир, который вы мне дали, это фальшивый эликсир небесной удачи. Но он лишь вдвое менее эффективен, чем настоящий. И это самый чистый эликсир, который мне предлагали с тех пор, как я попал в это царство. Того, что вы мне дали, хватит для меня на 2 месяца. Конечно, это при условии, что мне не придется ни с кем сражаться в это время. В противном случае он сможет поддержать меня только на несколько атак», — ответил гигантский золотой краб. «Понятно, значит, вы застряли здесь исключительно из-за нехватки энергии», — задумчиво сказал Хань Ли. «Можно и так сказать. Я решил остаться здесь, так как в этом месте самое большое изобилие духовной ци во всем этом царстве, поэтому я могу впадать в спячку здесь, не расходуя никакой энергии.
Как только я накоплю достаточно бессмертной духовной силы, возможно, я смогу вернуться в высшее царство, сказал Золотой краб. Когда вы говорите о высшем царстве, вы имеете в виду истинное бессмертное царство, верно? Спросил Хань Ли. Правильно. Вы, существа низшего царства, называете его истинным бессмертным царством, но те, кто из истинного бессмертного царства, называете его высшим царством, ответил Золотой краб. Похоже, ваш бывший хозяин был настоящим бессмертным, раз владел такой могущественной марионеткой, как вы. Не могли бы вы следовать за мной какое-то время, если я смогу обеспечить вас достаточным количеством энергии? Внезапно спросил Хань Ли. Услышав это, Золотой краб долго молчал, прежде чем ответить. Я был бы не против, если бы вы каждый месяц предлагали мне каплю фальшивого эликсира бессмертия такого же уровня чистоты. Однако вам придется предложить мне дополнительную компенсацию, если хотите, чтобы я помог вам в бою. Кроме того, я уйду, как только соберу достаточно энергии, и вам не разрешается пытаться меня остановить. Сколько времени вам понадобится, чтобы накопить достаточно бессмертной духовной силы? Спросил Хань Ли после недолгого колебания. Мой компонент преобразования бессмертной духовной силы был серьезно поврежден, поэтому я смогу преобразовать не более одной капли этого фальшивого эликсира бессмертия в месяц. Если вы можете предложить мне одну каплю эликсира в месяц, я должен накопить достаточно после чуть более 1000 лет, ответил Золотой краб. 1000 лет, да? Хе-хе. Хорошо, я буду давать вам одну каплю этого фальшивого эликсира бессмертия в месяц, так что пойдемте со мной, сказал Хань Ли с улыбкой. Хорошо, но если ты не сможешь сделать подношение за какой-либо месяц, я расценю это как проступок и убью тебя на месте, прямо сказал Золотой краб. Хань Ли на мгновение заколебался, услышав это, затем стиснул зубы и кивнул в ответ. «Я согласен на такое условие». «В таком случае мы можем подписать временное соглашение прямо сейчас», ответил Золотой краб, когда золотые руны снова появились по всему его телу. Сразу после этого он открыл рот, чтобы выбросить темно-зеленую каменную плиту размером около 4 футов, которая зависла прямо над Хань Ли. Хань Ли довольно настороженно относился к каменной плите, но она просто зависла на месте, ничего больше не делая, и только тогда Хань Ли бросил на нее взгляд. При этом он обнаружил, что на каменной плите мелькал выгравированный серебряный текст. Внимательно прочитав его, он обнаружил, что это соглашение с условиями, которые только что оговорил Золотой краб. Если у вас нет проблем с этим соглашением, то просто вылейте на него немного эссенции крови, чтобы заключить сделку, подсказал Золотой краб. Хань Ли испытал большое облегчение, услышав это, и сразу же согласился. Если бы Золотой краб попросил фрагмент его духовного чувства или что-то в этом роде, ему пришлось бы передумать, опасаясь, что против него могут применить какие-то неизвестные ограничения. Но эссенция крови вообще не была проблемой. Таким образом, Хань Ли изверг полный рот эссенции крови, и как только она соприкоснулась с каменной плитой, она превратилась в несколько неизвестных малиновых рун, которые мгновенно исчезли в каменной плите. Сразу же после этого каменная плита отлетела обратно в виде шара зеленого света и снова попала в пасть Золотого краба. Теперь, когда временное соглашение подписано, я могу пойти с вами. Когда мы отправляемся? Хе-хе, вы действительно прямолинейный человек, уважаемый Даос. Мы можем уйти прямо сейчас, но до этого не могли бы вы принять форму, которая привлекает меньше внимания? Спросил Хань Ли с улыбкой. Конечно, небрежно ответил Золотой краб, после чего его тело начало быстро уменьшаться во вспышке золотого света. Как только свет погас, выяснилось, что Золотой краб превратился в молодого чисто выбритого мужчину в зеленых даосских одеждах. Молодой человек выглядел в возрасте 27 лет с парой золотых глаз и темно-зелеными бровями. Он очень выразительно повернулся к Хань Ли и сказал: «Вы можете называть меня Даосом Се». Намек на удивление промелькнул в глазах Хань Ли, когда он рефлекторно направил свое духовное чувство к молодому человеку, но тут же его оттолкнуло. Его сердце слегка дрогнуло, когда он сложил кулак в приветствии и сказал: «Для меня большая честь, что вы со мной, старший Се. Меня зовут Хань, и я из Царства Духов. Давайте поговорим по пути». Даос Се, естественно, не возражал против этого, и поэтому они вдвоем улетели вдаль, как пара полос света, одна лазурная, а другая золотая. Тем временем Баахуа, Хэе и Юань-Янь все еще парили в воздухе над островом Горького Духа. Внезапно лица двух дьявольских патриархов изменились в унисон, и каждый из них перевернул руку, чтобы достать нефритовую шкатулку. Ха-ха, и вправду убрали огонек духовного смысла. Восторженно воскликнул молодой человек в черной мантии, затем взмахнул рукавом по воздуху, и этот трехголовый черный змей появился под ним среди взрыва пространственных колебаний. Он мгновенно налетел на центральную голову черного змея, и тот издал низкий рев, прежде чем устремиться в определенном направлении в виде порыва черного дьявольского ветра. После ухода Юань-Яня его холодный голос тянулся позади него.
Ввиду того, что этот ханьский сопляк сдержал свое обещание, я не пойду за ним. Но я собираюсь немедленно издать приказ, так что ему будет чрезвычайно трудно отправиться куда-либо в нашем святом царстве. Сможет ли он вернуться в царство духов или нет, зависит от его судьбы. Выражение лица Баахуа совершенно не изменилось, когда она услышала это, и она снова убрала нефритовую шкатулку в руку, прежде чем бросить взгляд на море молнии в том направлении, где находился золотой краб. Ее брови слегка нахмурились в замешательстве, когда она пробормотала про себя. Как странно, я чувствую, что фальшивая бессмертная марионетка была активирована, но ему все же удалось уйти. Может быть, у него в рукаве были какие-то другие спасительные козыри.